Animal Rescue. Однажды утром мужчина обнаружил у себя во дворе рыжую собаку. Она пришла не одна, а с хорошенькими щенками. Все они были похожи на мамочку, а вот белый малыш явно напоминал его собственного пса по кличке Шадари. Мужчина удивился, ведь пес большую часть времени сидел в вольере и вряд ли мог завести подружку. Хозяину пришлось решать сразу два вопроса. Связано ли появление собаки с Шадари и что делать с пушистыми детишками? Мой пес папа. Давайте выясним. Уже несколько лет белый питомец жил в вольере у своего хозяина. Время от времени пес выскакивал на прогулки, но всегда был под присмотром владельца. Именно поэтому появление рыжей собаки, не так давно родившей малышей, удивило хозяина Шадари. Еще больше изумился он, когда увидел милых щенков, весело бегущих вслед за мамочкой. Все они были рыжими или сероватыми, и лишь один кроха выделялся своей белой шерсткой. Он был удивительно похож на Шадари, и хозяин был потрясен. Неужели мой пес успел обзавестись подругой, которая теперь пришла к нему в дом? Думал он, глядя на гостью и ее малюток. А между тем собака присела рядышком с вольером, как будто была давно знакома с Шадари. Пес же, в свою очередь, принялся весело играть с малышами, словно был им папочкой. Хозяина стали мучить сомнения, и он попросил ветеринара сделать анализ ДНК, чтобы все-таки выяснить правду. Но не могли малыши быть от его пса, просто не могли. Подхватив одного из колобочков щенков, доктор ловко взял у него материал для анализа, а потом сравнил их с фрагментами, полученными у Шадари, чтобы установить родство животных. Услышав вердикт, хозяин успокоился. Его пес Не был отцом щенков рыжей собаки. Он чувствовал, что такого не могло произойти. Вот только как быть с ней и ее потомством? Вместе с другими жителями поселка мужчина решил узнать, где живет собака и откуда она пришла. Проследив за ней, люди увидели, что мама понесла своих малюток под старый мост. Туда и направились односельчане. То, что они увидели, повергло их в уныние. Везде было сыро и грязно. Кроме того, приближалась зима, а это значило, что с наступлением холодов крохи могли замерзнуть. Сердце хозяина жалось. Как же малыши смогут выжить в таких условиях? Место не подходило даже для взрослой собаки, не говоря уже о щенках. И тогда он принял решение забрать их всех к себе. Специально для малюток и их мамы мужчина соорудил симпатичный домик, чтобы семейству было где перезимовать. Теперь их ждала сытная еда и тепло. Ну а мы очень рады, что хозяин Шадари оказался добросердечным и нашел для гостей и ее щенков уютное местечко. Если вы тоже неравнодушны к животным, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. До новых встреч!